Ну что, всем привет-привет, мы в Которе. Через пару дней уже гонка. Сейчас будем регистрироваться. Смотрите, как красиво. Куча триатлетов повсюду. Все регистрируются. 2 дня будет регистрация. Сегодня-завтра, сегодня ужин. И сегодня же хотим поплавать, попробовать поплавать, чтобы не ложануть, как в прошлый раз, и не замерзнуть к чертям собачьим. Но важный момент, что вода-то сейчас еще холоднее, потому что идут дожди, и вообще на гонку обещают дождь. Это еще один повод для беспокойства или паника. Но не знаю, паника будет в любом случае, потому что придется плыть в холодной воде. Вот, видите, с горы она бежит. Сейчас будем показывать регистрацию и что там будет дальше. А вот и старая крепость. Блять, нормально? Нормалек? Гонка, которая будет, конечно, намного интереснее, чем та, которая была 2 недели назад у меня. 2 недели назад у меня была половинка No Limits в Подгорице. И эта гонка, она более массовая. Если там было 100-150 участников, здесь уже 300+. Здесь есть Олимпийка. И есть дистанция половинка, собственно, на которой я участвую. А вот и регистрация. Старт-лист. О, вот он и я сразу. Миндубаев Рустам. Миндубаев Рустам. Добрый день. 347. Ага, окей. Thank you. О, да. О. 347. 357. Миндубаев Рустам. Thank you. So this is your start number. It has to be a visible place on shirt for the running. This is your this is application for photos. Getbika.com, and this is your code for the that Yes, application. I know. That this is stickers for the bike. It's on the bike seat. This is for these transitions back. This is for helmet, for front, for the side. And the bike pump, if you have it. Посмотрим, чем торгуют. О, господи. Official board game. Короче, видимо, со всего, за весь год, весь став, который есть. Black Lake, все, что можно. Все тут есть. С Ironman то, что осталось тоже. В целом. Не, ну круто. Прикольно, что есть стартовые костюмчики от биорейсера. Неплохие вполне себе. Что за подгузник? Непонятно, что за подгузник. Не, ну костюмы хорошие. What is the price of the starsuit? 160. 160 евро. Вот такая в комплекте футболка. Бутылки не нужны. Футболки. Не, ну прикольно, что это все есть. Прикольно, что оно есть. Но мы, конечно, покупать ничего не будем. Сейчас это сделаем. Официальный партнер мероприятия Триатлон Кафе в виде Стаса. Куча на продажу. Всего на всякий случай, если кто-то что-то дома забыл, а голову свою не забыл. Инструменты. Слушай, а у тебя на следующий день и на следующий день будет много работы, интересно? Ну, я имею в виду после гонки, много работы будет или нет? Потому что будет все падать? ну, те, кто что-то мало ли. Надеюсь, нет. Да. Понятно. Опасно, когда 2 одинакового цвета. Это да. Я чуть не взял. Бикси тоже неплохая. Все добро. Да, где-то здесь есть моя фамилия. Хотя, скорее всего, нет, потому что, наверное, поздно. Я же слот купил попозже. Так, ну что, будем обзор скоро делать? Ну что, сейчас буду делать обзор содержимого. Если честно, на Ocean Lava пакет более скудный, чем на No Limits. Потому что Ocean Lava, мне кажется, больше коммерческий старт. Хотя это, ну, всего лишь мое мнение, я могу ошибаться. Но Ocean Lava действительно крутой старт. То есть No Limits не такой крутой в плане уникальности места, в плане организации, в плане
ну, скажем так, размаха. То есть это уже что-то ближе в сторону Ironman, я думаю. Итак, далее вот такой пакет. В нем, первое, есть рюкзак Ocean Lava. Ну да, он больше плавательный какой-то почему-то. Два стартовых пакета, ну то есть два пакета для вещей на плавание, на бег и вело. Собственно, стартовый номер, наклейки. Чтобы ничего не улетело, убираю сюда сразу. Шапочка. Футболочка. Тапочки. Все. На этом все. Мне кажется, что набор реально поскуднее, но в целом будем смотреть. Сейчас мы идем на плавание, на котором тоже что-то вам покажу. Ну и хотя не знаю, что показывать, попробуем плавать в этой воде. Как я сказал, идут дожди, вода довольно холодная, мне кажется, но проверить ее обязательно нужно. 20 минут сегодня состоит у меня плавание и несколько небольших ускорений. На этом-то и все. Ну что, сейчас будем плавать. Вот человек приехал из Сербии, мог на автобусе, но полетел на самолете, испытал стресс. Да нет, не стресс. Стресс. Ну, облом. Понятно. А вот к нам еще человек подошел, тоже завтра участвует. Как настрой? Нормально. Всех нормально. Ну что, Погода будет прикольная, Да. чувствую ветерок, дождик. из 4 часов вылезешь? Ой, из 4 вряд ли, ну, Из 5? из 5 надо. Из 5 надо. А ты планируешь сколько? Из 5 тоже вылезешь? Ну, хотелось бы, да. Хотелось бы, да? Хотелось бы, из Понятно. 5. Сейчас будем плавать. Водичка, не знаю, градусов, мне кажется, 16, если честно, из-за дождей. Вот, вот там вот река бежит, вот она вытекает. Это все вот дожди, которые пошли с гор. Это вся вода сейчас холодная. И она будет местами, когда мы будем плыть, она будет местами, короче, охлаждать нас еще больше. Обгонять нас. Поэтому, Да. поэтому готовьтесь. Ну что, отплавали. Чуть-чуть, буквально 200-300 метров проплыли. Короче, вода холоднее, мне кажется, чем Подгорица. Но ты ощущаешь ее проще, потому что я уже чувствовал такое, да. И вот второй раз, ты первый раз окунулся, второй раз уже гораздо проще, поэтому перед стартом будем нырять. Как тебе водичка? Ну, ожидаемо, что, конечно, не самое комфортное, но нормально. Нормально. Это триатлон, здесь может быть всякое. Отлично. Мужчина готовится к Патагонмену. Я посмотрел, когда увидел у тебя, что это за гонка. Прихерел. Да я сам, если честно, прихерел. Прихерел. Насколько это, знаешь, насколько это одновременно страшно и с трепетом, знаешь, да? Когда думаешь об этом, такой, о, прям жим-жим. Ну, интересно. А целей всегда должно быть немножко страшно. Да, да, 100%. 100%. Но будет очень красиво. Смотрите, уже сейчас как красиво. Будет утром вообще восход шикарнейший. Солнце будет оттуда выходить. Я думаю, будет супер круто здесь. Поэтому завтра будет самое интересное. Вон триатлеты бегают, ездят. Весь, который, мне кажется, сейчас в триатлетах. Сплошняком человек, он с колесом идет, пожалуйста. Мы на ужине. Беру свои слова назад. Ужин зачетный. Еды очень много, всякой разной. Человек уже ест хлеб. Человек ест хлеб. Куча всего. Выбор большой, но и очередь большая. Но я думаю, всем всего хватит, потому что, ну, как бы, все есть. Но мы не самые первые были, поэтому ужин зачетный. Мы сходили, поели. Очень хороший welcome dinner, как сказал наш друг. Это не паста-пати, это welcome dinner именно приветственный ужин. Куча еды, есть сладкое, всего специально, чтобы загрузиться, обжираться и не обжираться завтра. Все, увидимся на гонке. Вот такое вот утро, сильный дождь идет. За сегодня обещают 30 миллиметров осадков. Хотя вроде бы есть проблеск в погоде, что дождя не будет на время гонки, но мокро будет однозначно. Взял с собой бахилы, посмотрим, что будем делать. Вот здесь будет разворот на этом месте, где вот этот ресторан VSG. Тут мы будем разворачиваться. Но ехать будем по такой вот красоте. Что ж поделать. В целом-то не страшно, единственное только, что будет 4 подъема и спуска. Я проснулся где-то
3 часа, ворочался 50 минут. Сходил, умылся, еще 30 минут ворочался, в 4:30 мы встали. Поел овсяночки, и мы едем, вот нам ехать 1 час до места. Мои коллеги из Бутовы и того раньше, они уже там где-то, вот мне кажется, примерно вот час, им ехать полчаса, но они уже в 5 там уже. То есть они еще раньше, не знаю по какой причине, потому что старт у нас в 7, постановка в транзитную зону открыта с 5:30 до 6:45. То есть час 15 за то, что поставить велики, это нормально. Но кто вчера поставил велики, я, соответственно, нет, потому что мне было несподручно ехать лишний раз. Я зарегистрировался еще в пятницу. Поэтому вот так. Говорят, что вода около 14 градусов. Что, конечно, нас радует. Мы ведь так рады этому. Ну что, всем привет. Велосипед поставил. Коробок там нет. Все с пакетами. Чувак сказал. Говорит, вчера можно было только баки ставить. Думаю, бля, классно. Ну, видимо, it's my fault, как говорится. Красненький пакет 357. Бэк я кладу бахилы, которые я взял. Все, я увидел у чувака и понял, как вешать. Теперь на байк. Все мокрое. Так вот вокруг. Продеваем потом. Здесь и продеваются, вешают сумки. Суета полнейшая. Народу очень много. Дети волонтеры. Сумки развешал, вазелина намазался. Все вроде взял, что нужно. Удачи! 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 Вот она водичка, по которой мы будем плыть. Не у всех пакеты, не у всех, далеко не у всех. Не, атмосферка нормальная в целом, я думаю. Уже время 6:30. Через 30 минут старт. Красиво, конечно. Ну все, дальше будет репортаж от моих... Ух ты, блин, чуть упал. От моих коллег, которые устроили, сейчас будут кофе пить. Будут кофе пить и смотреть на меня. Молодцы вообще. Че, охренели, блин? Устроились тут. Татуировочка должна быть под цветочкой. Все. Going downhill, pay attention. One minute until the start. 3, 2, 1. Такие тапочки оставьте на берегу. Вот дистанция. Вот синие бакина. И вот потом вправо и белые бакины на дальнем фоне. Сколько таких кругов? Я так и не поняла. Ну, круга 4, я думаю. Круга 4, да. Ну, дождик усиливается как-то. Супер. Ну что, друзья, я в футболке Ocean Lava Монтенегро. Первые комментарии мои после гонки. Какие-то я уже давал в конце, но в процессе все-таки считаю важным объяснить, что да как. Плавательный этап. Уже на холодную голову, я уже отдохнул. Сегодня же я записываю сразу для вас видео для YouTube канала, поэтому подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропускать. И чтобы у меня была мотивация еще больше делать классных видео. Потому что очень много подписчиков моих смотрят без подписки. И это как бы, ну, такая себе статистика. YouTube из-за этого видео меньше показывает. Поэтому, пожалуйста, лайк и подписка. Это будет вообще. Если колокольчик, то вообще не знаю. Можете мне вопрос какой-нибудь по тренировкам задать. Ну так вот, по плаванию.
Плавание вышло в целом-то неплохое, но замерз я жестко. Примерно на второй части дистанции уже я начал чувствовать, как ноги подмерзают. Еще важный момент. Температура-то была не 14, а 13 градусов. Судя по часам, 13 градусов. Минимальная 12 показывает. То есть вообще там, где мы плыли, был один круг, и там были такие места, где с гор вода стекала. И это было в нескольких местах, и в разных местах была разная температура воды. Я могу сказать точно, что на втором участке, когда мы развернулись, стало холоднее в каком-то смысле. И это такое себе удовольствие. Поэтому под конец начал замерзать и вышел уже, и какой-то схватил меня вот здесь вот спазм. Как эта челюсть, я не мог как будто бы открыть рот, знаете, хотя ртом же я же ничего не делал в воде, сами понимаете. И это странно. Поэтому вот такие какие-то пироги получились. Факт в том, что получилось не очень по скорости круто. Хотя интересная раскладка довольно-таки. Получилось первые 500 метров по 2.05. Потом упало немножко что-то 2.15. Потом вообще там что-то 2.30. Видимо, тогда я уже начал подмерзать. И моя техника стала страдать немножечко. Вот это вот точно было. Поэтому плавание, плюс-минус пойдет. По факту получается, что 2 недели назад плавание-то лучше вышло. Может быть, потому что температура... там по факту вода теплее была еще. И то, учитывая то, что я там вообще задыхался, да, поэтому как бы ладно. Если не понимаете, о чем речь, посмотрите предыдущий выпуск. Другая половинка 2 недели назад. Второе. Собственно, уже на велосипед, как можно видеть по видео, я выхожу вот такой вот, трясусь. И я очень долго не мог согреться. Вот прям реально. Ты пробуешь давить, но пульс падает. Просто пульс идет вниз до 130 ударов. Только когда началась горка, я начал уже вкручивать, уже что-то начало получаться. Поэтому я не знаю даже. У моего друга, который плыл, тоже вообще не замерз. Может, он активнее плыл, я не знаю. Короче, я уверен, что есть какая-то личная восприимчивость. И, конечно, закаливание. Не знаю, может, он закаляется, а я такой более теплолюбивый. Вполне возможно. Поэтому велосипед проехал хорошо по ваттам. 200, там, по-моему, 28, около 220-230 ватт получилось. Простых ватт и НП вообще 240. То есть на 2.30, на 2.40, 240 выдать для меня это хорошо. Поработать еще над аэропосадкой, разделочку, и на хорошем курсе это могут быть смелые 37, 36, 37, 38 км в час. Поэтому там же было еще 600 метров набора, поэтому ватта было в каком-то смысле легче набрать. Вот. Что еще? Трасса нормальная, всех обгонял, дождь сначала шел, хорошо, что взял бахилы. И вот как это так. Вышел на бег довольно свежий. То есть пульс был в порядке. Интересно, что на вело был пульс около 150, получился 152 средний, что тоже классно. Получилось на плавании где-то 137-140 был средний пульс, или, по-моему, по 150 даже. На вело тоже около 150. То есть прям вот хорошо, как будто бы просто длительная тренировка, но это так и должно быть на половинке, длительная работа, потому что. И на бег я вышел довольно свежий. Я начал, как мне сказал тренер, по 4.20. Смотрю, нога бежит. Хорошо, добавил до 4.10. Решил первые 10 километров по 4.10 работать. Потом по 4.2, потом попробовать по 4.05, по 4. Получилось до 4.10, 4.05, как бы местами, да, там еще был небольшой подъем. Смазал на 3 минуты свой эффект, я прям посчитал конкретно, насколько я убежал не туда. Я на развороте, там была вывеска такая, и там было написано, типа, half, вперед, было написано 20 километров, и типа 10 километров в разворот. Я подумал, что если half, то мне вперед. А 20 километров имелось в виду, когда ты 20 пробежал уже, то тебе вперед. Вот такая вот идеология. Это немножко и мой косяк, и плюс так сложилось, что там никого не было. Я спрашивал, никто мне не ответил, я убежал дальше и намотал лишние 3 минуты. Поэтому время у меня фактически такое же получилось. Учитывая то, что в первой транзитке я провел 6 минут, показывает по таймингу, по часам показывает 8 минут. Представьте, получается, я в целом из 5 часов мог бы вылезти. Сослагательное наклонение, как говорится, тут неприемлемо, но что получилось, то получилось. Но я доволен для себя. Так вот, на беге я бежал довольно хорошо.
съел 2 геля больших, там грамм по 40, по-моему, углеводиков было с кофеином. Я их потихонечку на 3-м, на 5-м, 8-м, 13-м, 15-м километре съел. Пил изотоник, воду. Еще что понравилось, часто были пункты питания. Вообще организация, кстати говоря, мне очень понравилась, как и трасса. Атмосфера, много участников классных. Организация, на самом деле, крутая. Сейчас расскажу, почему попозже. Собственно, на беге так и вышло по 4.10, хотя там и показывает 4.14. Он показывает как раз таки, потому что я набегал лишнее. Довольный прибежал на финиш. И самое главное, наверное, как итог, это то, что очень важно, какое у тебя состояние после гонки. Вот я бы мог передавить, я бы мог бежать быстрее еще там на какие-то 5 секунд на километр, да. Я бы мог ехать быстрее на 10 ватт, наверное. Но стоило ли оно того? Сложный вопрос, очень философский, наверное, в каком-то смысле, но я уверен, что важно ваше состояние после тренировки. И после гонки, что еще важнее. Так вот, я себя чувствую просто прекрасно вообще. Хоть я и спал, получается, мы легли в 9, попробовали, проснулись. Я проснулся в 3, то есть я проспал где-то 6 часов. Ну, до этого я хорошо спал. В целом я сплю около 7-8 часов. И мое состояние и по калориям, и по ногам ощущение всего лишь, как будто я сделал длительный вел. Вот так вот. Потому что на беге у меня пульс тоже был с запасом где-то 160, местами 167, 165. Под конец я до 170 раскрутил. Хотя полумарафон, тоже видео отдельно есть на канале. В Подгорице я бежал на пульсе в среднем 179 в темпе 4:0. То есть в целом я бы мог по 3:55 работать здесь, да, если мне все остальное позволило. Но какой был в этом смысл, я не знаю. Вот, поэтому скорее лучше вот на каком-то таком панно, на каких-то таких пульсах лично для меня проходить гонку и чувствую себя замечательно. После гонки, может быть, сказалось то, что очень круто было, что был массаж небольшой, мне сделали сразу, что можно было поесть сразу, загрузиться углеводами, попить колу, это вообще шик. Там даже пледы были для спортсменов, мне, правда, не хватило. Еще добрая женщина дала мне чай, когда я его просил, хотя там чая не было вообще. Это организация Ocean Lava. Всем рекомендую. Гонка вообще того стоит однозначно. Трасса очень шикарная. Человек, с которым я познакомился, триатлет из Сербии, он говорит, что вообще потрясающая просто трасса. Несмотря на дождь. И действительно это так, просто мне приелось, потому что я езжу каждую неделю по этой трассе, делаю длительную тренировку. Вот. Поэтому, что могу сказать? Гонка потрясающая, своим результатом я очень доволен, несмотря на то, что не сделал там заветные цифры. Дальнейший план. Продаю Swarmswench, кому надо, пишите, если успеете. Покупаю разделочку себе, ухожу на тренировки, все лето хочу посвятить плаванию, велосипеду, усилению, бегу. И осенью, может быть, поеду в Белград. Может быть, меня тут пригласили, позвали. И я думаю, что интересная будет гоночка. В сентябре Белград. Вот. Пока планы такие. Спасибо всем за внимание. Еще важный момент. Очень важная раскладка по пульсу. Получается, что он у меня прям плавненько возрос. На беге нас тренер учил, я помню, чтобы раскладываться очень грамотно по пульсу. Это значит спокойно начинать и постепенно к концу наращивать. Ни в коем случае не пережать в самом начале. Вот на предыдущей гонке у меня появилось ровно то, что очень неэффективно. Это я пережал в начале из-за казуса вот этого, когда не мог дышать. И потом уже было тяжелее гораздо, и вообще ничего не шло, все спазмировало. Здесь же у меня кор не болел, живот не болел. Я даже взял таблетки спазмолгона, они не пригодились вообще, потому что питание зашло на ура. По питанию, да, пока не забыл, давайте сразу. Утром овсянка, тост с арахисовой пастой, овсянка с медом, немного разбавленный кофе, такой вот прям слабый-слабый, пол-ложки там может быть чайной, за 2 часа. Потом за полчаса гель СИС 20 грамм углеводов изо, запиваю изотоником. На велосипеде
3 геля. Как в прошлом видео я показывал, Energetics называется. Короче, местного производителя. Хорошо зашли, без кофеина, без ничего. 2 фляги по 950 миллилитров. Там примерно по 10-15 грамм изотоника. Плюс по 75 грамм сахара в каждой бутылке. Я выпил только 1,5 бутылки. Это получается примерно 1,5 литра. Получается 1,5 литра. И от этого мы отнимаем, ну, получается, я выпил только, ну, где-то 110 грамм углеводов, съел 60, получается 180 грамм углеводов, я съел на 2,40. На беге гель я показывал в предыдущем видео про Подгорицу, тоже там примерно по 30-40 грамм углеводов, плюс 80 грамм. Плюс изотоник, по очереди изотоник, вода на каждом пункте питания. Все. Ну, это питание отлично сработало для меня. Еще важно, это питание сработало именно на этом пульсе. Вот это вот тоже очень важно. Я не чувствую недомогания, хотя я знаю, что это такое, когда ты вдыхаешь, и у тебя немножко какая-то боль, даже какой-то дискомфорт. Ну, вот. Этого не должно быть. Нужно для этого раскладывать грамотно питание. Еще за день до этого я пил изотоник. Очень важно. Каждый день пью протеин еще. Вот. Пока что так. Наелся пасты, наелся ризотто, наелся сладкого, даже сегодня немножко поел. Все. Занимайтесь триатлоном. Подписка, пожалуйста. Умоляю. Лайк. Колокольчик. Телеграм-канал есть с тренировками с моими со всеми. Ссылка внизу. Всем спасибо. Ocean Lava. One love.